Страна водоворотов – клан Узумаки, члены которого специализировались на запечатывающих техниках, а также владели особой жизненной энергией, которая предоставляла им очень огромный запас чакры и длительную продолжительность жизни. И в принципе это все. Все, что известно о клане главного героя аниме Наруто. Но как они были созданы и почему клан Узумаки является сильнее клана Учиха и даже Сэнджу? Всем здорово, Рибентос, и в данном ролике мы поговорим о клане Узумаки и о таинственном его уничтожении. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли метку кармы в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике тебе придется найти Расенган и в комментариях написать тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, и я желаю вам приятного просмотра. Чтобы узнать все и больше о клане Узумаки, мы должны вернуться в самые древние времена, когда все только начиналось, то есть в эру Мудреца Шести Путей. Вся чакра, которая есть на земле, принадлежит богине Оуцуцуки Кагуи, которая родила 2 сына, Хагарому и Хамура, и уже ее сила была разделена между ее сыновьями. Они оба унаследовали силу 6 путей. Инь Хамура и Янь Хагарому. Но Хамура в дар получил Бьякуган, который в будущем эволюционировал в Тенсейган. А вот Хагарому получил силу куда сильнее, а именно Шаринган и Риннеган. Но нам нужен именно Хагарому. В деталях разбирать их силу мы не будем, так как я сделаю на эту тему отдельный ролик. Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет ли вам это интересно. Вскоре у Хагарому родились 2 сына, Индра и Ашура. Первый унаследовал мощную чакру и силу глаз отца. Старшему брату досталась сила глаз Рикуда. А вот второй – тело Рикуда, то есть мощную жизненную энергию. Младшему брату досталась сила тела Рикуда. Но в сражении против Индры Ашура получил и чакру Рикуда, то есть чакру 6 путей. Соответственно, потомки Индры, клан Учиха, получили в дар его глаза. А вот с Ашурой куда интереснее, ведь его потомки являются не только Сэнджу, но и Узумаки. Если же первые унаследовали от Ашуры чакру 6 путей, то соответственно Узумаки в дар получили тело Рикуда. Из-за этого все члены клана Узумаки владели особой жизненной энергией, а возможно и специализацией фуиндзюцу тоже. Но это не точно. С историей основания Узумаки мы разобрались, идем дальше. Во время основания Канохи, клан Сэнджу решил символизировать дружбу этих кланов, добавив эмблему клана Узумаки на одежду шиноби Канохи, так как они часто их поддерживали в способностях фуиндзюцу, и со временем на окраине Канохи был построен храм масок клана Узумаки, и я думаю, не будет сложно догадаться, что в этом храме находилось. Но судя по всему, каждая маска, которая находилась в храме, могла призывать особое существо. Одна из них призывает Шинигами, или же бога смерти. Но вот об остальных масках ничего не известно. Однако, скорее всего, они не были раскрыты из-за того, что забирали жизнь пользователя техники. Это, соответственно, новые жертвы. Но это всего лишь моя нелепая мысль. Как я уже не раз говорил, клан Узумаки славился своим мастерством фуиндзюцу, за что все их очень сильно боялись. Но что это собственно за фуиндзюцу? Откуда оно взялось? Карма. Если говорить понятным языком, то это сжатый файл загрузки Оуцуцуки, который со временем распаковывается. И когда все данные будут извлечены, то тело человека, имеющего карму, превратится в определенного Оуцуцуки, а сам носитель кармы перестанет существовать. Но его сознание все же останется и скорее всего будет подавляться. Но к чему здесь карма? Суть в том, что именно карма может являться предком всех других фуиндзюцу, в том числе и клана Узумаки. Но прежде чем мы перейдем к их связи, мы должны разобраться еще с одной техникой, а именно печатью Бьякуго. В 36 главе манги Боруто Сакура сказала, что эта техника существовала во времена Мудреца Шести Путей. И здесь явно установлена какая-то связь между печатью Бьякуго и печатью кармы. Однако Мицуки говорит, что Орочимару исследовал Бьякуго и обнаружил, что у нее очень долгая и загадочная история. Цунады примерно на 25% Узумаки, так как ее бабушка является Мито Узумаки, у которой на лбу была точно такая же метка, и она специализировалась
способность на фуиндзюцу. Исходя из этого, можно предположить, что Бякуго это техника именно клана Узумаки. Но есть одно но. Нигде не упоминалось, что Мито владела печатью Бякуго, так как тот же Мадара, по идее, должен был знать об этой технике. Но никакой реакции на то, что Цунада ее использовала, у него не было. И если думать логично, то нам почти ничего не известно о клане Узумаки. А соответственно, если этот клан не был раскрыт, то и все его способности тоже. Если печать Бякуго это техника Узумаки, то неудивительно, что Орочимару не знал о ней раньше, так как до боя с третьим Хокаге он никогда не интересовался этим кланом. Он начал изучать техники клана Узумаки тогда, когда его руки были запечатаны богом смерти, и примерно в этот период он узнал о метке Бякуго, а точнее сказать во время сражения против Цунаде. Поэтому вполне вероятно, что печать Бякуго это иная форма печати кармы, изначально принадлежавшей клану Оцуцуки. Когда Цунада впервые использует Бякуго, она снимает печать с помощью техники печати Инь. И это значит, что для создания Бякуго используется духовная чакра Инь. Само по себе Бякуго позволяет накапливать огромное количество чакры в течение определенного периода времени и высвобождать ее сразу, чтобы увеличивать свою силу. Это говорилось в 4-м датабуке. Карма точно так же увеличивает силу пользователя, однако члены клана Оцуцуки способны высвобождать инь и янь. И что если карма представляет собой комбинацию чакры инь и янь, что объясняет, почему она способна поглощать чакру других людей. Поглощение чакры – это способность, изначально связанная с Хагарому, который использовал силу инь и янь в своих техниках. Мы знаем, что для некоторых фуиндзюцу также требуется чакра инь, а для других янь. Поэтому было бы логично, что исходное фуиндзюцу, которое использует Оцуцуки, могло включать и то, и другое. Это означает, что карма является прародителем всех остальных фуиндзюцу, а Бякуго – это иная форма кармы. Перейдем к уничтожению клана Узумаки. По словам Кошины, их деревня и клан были уничтожены на войне из-за того, что все боялись их запечатывающих техник, а те, кто выжили, разошлись по всему миру. Я думаю, перечислять всех представителей этого клана не стоит, так как вы и так всех знаете. Но я хочу вспомнить об одном филлерном персонаже, который, скорее всего, тоже был из клана Узумаки, хотя это официально не подтверждено. Ее зовут Хонука, и она имеет красный цвет волос, как и почти все Узумаки. А также она хорошо знает историю этого клана, а главное, она может использовать фуиндзюцу, с помощью которого она должна была запечатать огромного монстра. И ее техника напоминает запечатывающие цепи Кушины или же цепи Карин. Но видно, что у нее они гораздо слабее, так как ей не удалось запечатать этого монстра. И напоследок перейдем к одной огромной сюжетной дыре. Почему никто и никогда не был шокирован, увидев Наруто? Никто не был удивлен, что Наруто один из последних представителей клана Узумаки, да и плюс его волосы не были красными, что должно было еще больше заинтересовать. Клан Узумаки, у которого были мощные запечатывающие техники, из-за которых их и уничтожили. Они ведь были дальними родственниками клана Сэнджу, но никто никогда не удивлялся, увидев Узумаки. Никто не говорил, мол, вас так мало осталось. Даже в Академии ниндзя не было никакого акцента на то, что Наруто был Узумаки, в то время как все восхищались кланом Учиха. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Также стоит упомянуть, что само слово Узумаки переводится как водоворот или же спираль. И в принципе, это все, что я хотел рассказать о клане Узумаки. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ванкайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.